Привет, друзья! Хочу вам рассказать про назначение кнопок на калькуляторе, если кого-то это интересует, и кто-то до сих пор этого не знает, как не знала я до недавнего времени. Вот, хочу поделиться с вами. Значит, смотрите, вот эти кнопки, они, понятно, что M – это память, по-английски memory, и действие M минус M плюс, понятно, что что-то можно прибавлять в эту память, и что-то можно оттуда вычитать. Покажу на примере. Вот табличка. Сейчас мы эту табличку будем с вами решать, забивать в калькулятор. Смотрите, значит, 5000 умножаем на 1. Забиваем m плюс, то есть мы это действие забросили в эту память. 1000 умножить на 4. Опять это действие заброшено. 500 умножить на 3. Добавляем тоже в эту память. И 200 умножаем на 2. Опять тоже забрасываем это все в память. И теперь итого 10900. Для того, чтобы это все очищаем память. Вот убралось. Видно было, да? Надпись была здесь. Memory, сейчас ее нет. Значит, теперь действие обратное. 10900. Мы забрасываем это в память. M плюс. Теперь следующее действие. Забиваем 200 умножить на 2. Понятно, что снизу вверх мы идем к 5000, чтобы в итоге получилось 5000. Значит, что мы с этим действием делаем? Мы высчитываем m минус. То есть мы вычитаем из той цифры, из той суммы, которую мы забили в память. Значит, следующее действие. 500 умножаем на 3. И это действие опять-таки m минус. 1000 умножить на 4 m минус. И смотрим, что получилось в итоге. В итоге получилось 5000, которые остались. То есть мы из этой суммы потихонечку по одному действию удаляли. Вот, получилось 5000. Вот. Очень просто, но M, вот эта вот кнопочка MC, это очищение памяти совсем, чтобы ее совсем очистить, чтобы не путать, чтобы, понятно, для чего очищаем. Вот, надеюсь, что мое видео было не очень утомительным, но все-таки информация была полезной. Спасибо за внимание.